Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Draconic Evolution на версии 1.7.10. Сегодня поговорим про механизмы в этом моде. Так, как я уже в прошлом видео упоминал, да, что, соответственно, в этом моде у нас применяется энергия RF. То есть она совместима с RF энергией из других модов, например, с Thermal Expansion, такой этот самый Ender EO и так далее. Вот. Здесь есть также свой примитивный, например, такой вот источник энергии RF, это простейший генератор на угле. Вот. Также здесь есть свой реактор, драконьевый реактор, но о нем расскажу уже ближе к концу гайда. Вот. Там для него нужно будет кучу ресурсов нафармить. Вот. Если же так получилось, что у вас, например, нет каких-то альтернативных источников RF энергии из других модов, и вы играете только там на сборке, где есть Draconic Evolution, то на старте вам, скорее всего, придется воспользоваться таким вот генератором, который работает на угле. Вот. А далее, значит, более интересная штука под названием наполнитель энергии. Вот. К этой штуке мы будем неоднократно возвращаться. Вот. И ее роль заключается в том, чтобы запитывать различные предметы энергией. Так, давайте кое-что возьму для демонстрации. Так, что нам потребуется? Так, вот это. Давайте вот. Можно сюда его поставить к этому источнику. И он будет наполнять, соответственно, RF энергии любые предметы, которые могут впитывать в себя этот вид энергии. Это могут быть инструменты и броня из этого мода. Это могут быть какие-нибудь блоки, типа драконьего блока, которым мы наполняем энергией, превращаем в заряженный драконьего блок, который дальше нам потребуется, например, для ритуала пробуждения слитков или там для каких-то крафтов. Вот. Также можно, по идее, и предметы из других модов, которые питаются RF энергией, запитывать. И что интересно, вот это вот приспособление у нас хорошо работает, например, с воронками. Если мы там сверху подаем предмет, он поступает в слот для зарядки. И также воронками, соответственно, мы можем забирать. Причем вот эти воронки будут забирать предмет только в том случае, если он полностью запитается энергией. Это очень удобно. Можно также, в принципе, и трубами пользоваться там. Я даже через Applied Energetics автоматизировал, через шины экспорта и импорта. Вот этот наполнитель нам очень пригодится в дальнейшем при рассмотрении этого мода. Про него прошу запомнить. Так, дальше у нас такие штуки под названием детекторы игроков. То есть есть обычная версия, есть улучшенная версия. На сервере, где я играю, эти приспособления запрещены. Вот. Я так подозреваю, потому что как бы основное приспособление, скорее всего, была задумка в том, чтобы делать какие-то ловушки для игроков. Вот эта простая версия активируется правым кликом, мы настраиваем какой-то радиус, там, по-моему, до 10 блоков, да, вот до 10 радиус можно настраивать. Соответственно, когда в радиусе в нужном находится игрок какой-нибудь, подается сигнал красного камня. То есть можно сделать либо какую-то ловушку, либо, например, какой-то автоматический вход, да, там, чтобы дверка открывалась, когда игрок подходит. Есть более продвинутая версия, здесь уже можно больше дистанцию настраивать, радиус. Можно также делать черный или белый список игроков, то есть вводить техники. Вот, например, свой забью, сейчас попробую. Так, ну-ка. Так, вот я свой указал, да, черный список, все. То есть он на меня не реагирует, например, да. Можно сделать какую-нибудь дверку, например, я прихожу, а мне здесь не открывается, потому что я в черном списке. Либо наоборот белый список, и, соответственно, для меня вот эта дверка будет открываться. Вот. Но на сервере, где я играю, эта штука запрещена. Так, дальше у нас идет такой вот драконьевый сундук. Вот это уже штука очень полезная. Вот, на сервере она разрешена. Вот, и... Так, сейчас я вот открою, и вы поймете, почему эта штука тоже может быть очень интересной. Посмотрите просто, какой огромный сундук. Сколько здесь слотов, да? И помимо прочего, здесь еще есть своя внутренняя печка, и здесь есть свой верстак. Так, давайте я какой-нибудь, наверное, источник подам сюда. RF энергия. Вот у нас печка запитывается, мы можем что-нибудь поплавить, например. Закидываем сюда, плавим. Разные режимы есть, то есть что он сам может забирать автоматически. Там все переплавлять, вообще забирать, вот, например. Все берет, просто полностью пережаривает, насколько это возможно. Так, внутренний свой верстак. Здесь можно вот эти ячейки заблокировать. Это на тот случай, если вы какие-то трубы используете, чтобы вот именно из этих слотов трубы не могли брать предметы или что-то класть сюда.
То есть это, ну, такой своеобразный личный сейф. Кроме того, вот эти вот сундуки можно покрасить. Если Shift нажать и правый клик, то у нас появляется такая менюшка, вот, где сказано, что мы можем делать. Здесь все в формате RGB будет у нас настраиваться, то есть Red красный, да, Green зеленый, Blue синий. Ну и, соответственно, вот этими красителями мы можем как-то цвета менять. Сверху тыкаем, у нас увеличивается, снизу уменьшается. Вот, ну, можете загуглить там какой-нибудь цвет RGB в RGB стиле, да, и себе вот под него параметры подогнать. Вот. Какой-нибудь свой любимый цвет, например, сделать. И если вам вдруг потребуются еще какие-то сундуки так покрасить, можно воспользоваться, соответственно, бумагой. Вот. И перекрасить. Тут я уже просто, наверное, записал до этого, да. Так, здесь надо тоже просто активировать правым кликом режим покраски. И также вот раз, Shift правый клик и покрасили. Все. Вот такой вот замечательный сундук. И что интересно, по крафтам он на самом деле не такой уж дорогой. Здесь вот только ядро дракона нужно потратиться. Ну, в стандартном крафте здесь просто драконьевые слитки золота. В усложненном там вроде как иридий, если про память не изменяет. Если есть аварития. Так, дальше. У нас идут такие штуки, как контроллер погоды и солнечные часы. Давайте их одновременно рассмотрю. Так, где-нибудь здесь для демонстрации сейчас поставлю. Так, 1. И солнечные часы. Так, запятаем. Будем тоже подавать. Так, у контроллера погоды есть внутренний интерфейс. У солнечных часов его нет. Так, чтобы полноценно все продемонстрировать, мне сейчас придется так включить все полностью, наверное, здесь. Погода включена. Все. И давайте активируем эти солнечные часы. Ну, давайте я еще, наверное, шейдер отключу, чтобы прям видно было, что будет сейчас происходить. Вот, если поглядим на солнце, он управляет солнцем. Но могу сразу вас огорчить, на серверах, как правило, такая штука запрещена. Я думаю, по понятным причинам, иначе игроки просто не перестанут баловаться. Вот смотрите, как он это прикольно делает. Просто так в небо вращается, такая классная анимация вообще. Одна из самых прикольных штук, которые я, в принципе, в модификациях видел. Вообще, смотрите, как здорово. Можно даже шейдеры какие-нибудь включить, посмотреть, как это будет с шейдерами выглядеть. Как погода меняется. Точнее, день и ночь. Как здорово. Ну, то есть, если вы, например, где-то в одиночке развиваетесь, да, то можно вот этой штукой побаловаться. Время перематывать. Так, все, с этим мы наигрались. Давайте поиграемся теперь с контроллером погоды. Так, сюда нам нужно будет положить изумруд. Вот. И все, на 10 зарядок нам хватит. Так, и давайте теперь выберем, что мы хотим. Мы можем отключать дождь, мы можем дождь включать, а можем включать шторм. Давайте включим шторм. Опять же, красным камнем, сигналом красного камня подаем сигнал. И сейчас посмотрим, что будет происходить. Да будет дождь. И пошел у нас дождик. Даже шторм. И вы не поверите, но вот эта штука у нас на сервере разрешена. То есть ей можно пользоваться. Я прям тестировал, проверял, она работает. Но правда, как я понял, там есть некая задержка. То есть этой штукой пользоваться можно раз в какой-то период. То есть есть какой-то интервал. Специально, наверное, тоже, чтобы игроки сильно не баловались. Так, ну давайте отключу. Все, сейчас у меня погода улучшится. Все, и вот у меня стало ясно. Довольно забавная штука, можно поиграться, тем более на сервере она разрешена. Так, есть еще такая штучка, датчик дождя. Она реагирует на дождь. И что интересно, можно, смотрите, какую штуку придумать. Вот поставить рядом это как раз датчиком, да, настроить его на отключение дождя. Если вдруг у нас дождь пойдет, давайте я его включу. Этот датчик сработает, и, соответственно, дождь у нас выключится. Да? Так, ну-ка. Что у нас там, изумруда не хватает? Или недостаточный сигнал?
Вот это да. Так, чего-то он не хочет взаимодействовать. Ну, может, немножко забагал. Вообще, по идее, он должен давать сигнал красного камня и отключать, соответственно, дождь. Так, ну-ка еще раз попробую. Почему он так среагировал? Может, потому что шторм начался? Да, точно. Ну, не знаю, баг ли это или нет, но такое ощущение, что там начался шторм, да, и на шторм почему-то он не среагировал. А на обычный дождь тут он вроде сделал такую вот операцию. Ну, то есть обычный дождь, как минимум, точно можно с помощью такой штучки отключать автоматически. Вот. Но только на 10 зарядок хватает одного изумруда. Так, едем дальше. Так, дальше у нас, что тут можно посмотреть? Так, давайте посмотрим. Спички, наверное, возьмем. Так, что они себя представляют, посмотрим. Так, и давайте еще искажающее пламя возьму. Ну, искажающее пламя, здесь все просто. Вот, у него достаточно примитивный крафт. Ну, звезды ада, если, конечно, для вас не проблема их раздобыть, да. Ну, на технических серверах, там, Техномаджик, обычно это не такой сложный ресурс для добычи. И эта штука очень полезна для тех, кто любит ковыряться в шахтах. В таких вот всяких там пещерах. То есть можно так подглядеть, да, особенно сейчас, если отключу шейдеры, мы как раз увидим там всякие туннельчики, всякие вон там рельсы даже видно. Подглядеть, где там что интересно. Может, какой-то спаунер увидим или что-то типа того. Вот. То есть для тех, кто в шахтах копается, эта штука может быть очень полезная. Так, дальше спички. Да, спички. Вот, они отличаются там от, например, от обычного огнева тем, что, соответственно, создают безопасный огонь. То есть если я сейчас переключусь в режим выживания, я загораться не буду. Кроме того, вот этот огонь, соответственно, не будет распространяться по другим соседним блокам, по тем же доскам, например. То есть такой безопасный огонь. Особенно это будет, мне кажется, интересно тем, кто занимается пчеловодством. Там иногда бывает, что у нас много трутней появляется, которые не нужны, их нужно сжигать. Огневом это может быть не всегда безопасно. Или лавой, да, какую-нибудь лаву ставить. А вот такими спичками, пожалуйста, поджигаете и все. Сами не горите, туда кидаете там лишних трутней, например. Очень здорово. Так, дальше. Так, дальше у нас идет потенциометр, да. И давайте сразу еще магнит рассмотрю. Магниты. Так, здесь для демонстрации мне потребуется, наверное, еще лампа. Так, и достаточно. Ну, потенциометр, он просто настраивает сигнал, силу сигнала красного камня. Вот так вот можно сделать. Вот, например, ставим лампы и, пожалуйста, вот, первой силы, второй, третий, четвертой. И мы в чате, кстати, видим, какой именно силы. Это будет полезно для тех, кто любит какие-то там схемы с красным камнем выстраивать. Так, ну, магниты. Shift правый клик, активируем. И, соответственно, все предметы в определенном радиусе притягивают. Причем делать это достаточно быстро, почти моментально, что классно. Поэтому, на самом деле, вот эти магниты пользуются очень большим спросом на серверах. Вот этот обычный магнит, он, значит, у нас крафтится вот так вот. И активируется, ну, Shift правый клик, и притягивает предметы в радиусе 8 блоков. Есть более продвинутая версия, которая тянет аж с 32 блоков в радиусе. Особенно тоже это может быть прикольно, если вы там, не знаю, убиваете, например, дракона хаоса, хотите опыт пофармить, включаете, по идее, пузырьки с опытом, он тоже притягивает такой магнит. Рекомендую присмотреться. Но я, честно говоря, такие магниты не очень люблю, потому что если вы хотите, например, что-то выбросить, да, то этот мусор к вам обычно стягивается. Вот, поэтому приходится выключать магнит и так далее. То есть. Так, ну и осталось тут только один предмет из, значит, этого мода. Это Disenchanter. К сожалению, на сервере, где я играю, он тоже запрещен. Ну, есть, конечно, его аналоги там, которые тоже чары снимают. Так, ну давайте посмотрим. Вот возьмем, например, алмазную кирку, зачарим ее на удачу, а потом нам что-то расхотелось, вот, и нам нужно снять чары. Есть такая штука, по сути, обратная в каком-то смысле столу зачарований. То есть она снимает чары. Так, и... Так, если не ошибаюсь, там книгу надо, да, положить. Сейчас попробуем. Так, книгу. Ну-ка. Так, вот затраты поэтому идут.
И вообще, по идее, здесь еще должен быть урон, но это просто нахожусь в режиме. Давайте еще раз попробуем. Я, кстати, видите, книжку с удачи назад получил. Так, ну только... Угу. Мне бы опыта, конечно. Давайте так сделаю. Так, сейчас я зачарю. Пардон. Так, где моя книжка? Вот она. Так, чтобы расчарить, попробуем. Так, ну не знаю, мне на все равно опыт потребуется. Сейчас попробуем. Кост 2, да? Ну хорошо, пузырек с опытом я тогда возьму. Так, опыт. Вот так вот сделаем. Так, должно хватить. Все, забираем. Вот, я что хотел показать, что здесь, смотрите, наносится урон. То есть, если, например, еще второй раз снимем какой-то второй зачар, то еще больше урона. Если на третий, то мы можем даже сломать эту кирку. То есть, здесь осторожно. То есть, здесь наносится урон. Поэтому, прежде чем снимать несколько там зачарований, нужно эту кирку будет восстанавливать. Вот. Прикольная бы штука была, если бы не была запрещена на сервере, где я играю. Так, ну, на этом все. Мы рассмотрели все механизмы и предметы из этого мода. Вот, а дальше мы уже там броню посмотрим и инструменты. Если вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. В комментариях пишите свои замечания, рекомендуйте друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.